не остановлюсь на этой карте, потому что она является кураторским текстом, художническим текстом, то есть такой расшифровкой красивой языки. Вот. Здесь, получается, есть группа военных, группа экологов и группа художников. И каждое слово, которое здесь есть, это какая-то связь, которая зафиксирована вот между этими группами. Можем сейчас подробнее разобрать. Например, вот художники военные, здесь есть слово мимикрия и есть слово камуфляж. И к этим словам есть иллюстрация в виде вот картины Якова Черникова, где он разрабатывает камуфляж. Другая иллюстрация — это вот эти военные корабли и статья про художников авангарда, которые принимали участие тоже в разработке глазоломного камуфляжа для разных военных объектов. Другое слово, которое здесь есть — симуляция, то есть это тоже такая стратегия, которую используют и художники, и военные. В качестве иллюстрации к этому слову здесь приведены резиновые танки, которые в 1928 году делали художники для немецкой армии. Если здесь у нас исторический документ, то здесь это уже наше время, и здесь мы видим послание президента России 2018 год, где были представлены такие анимационные ролики, мультфильмы про ракетный комплекс, про оружие. И здесь мы видим тоже, что художники-мультипликаторы выступают на стороне силовых структур, как военные. Вот, тут есть вот такая ветка связи военных художников. Другая ветка — это театр безопасности и знаки безопасности. То есть театр как такое какое-то действие художественное, театрализованное, и безопасность как действие силовых структур. В качестве артефактов театра безопасности здесь представлены бетонные блоки, антитеррористические, рамки металлодетектора, камеры наблюдения, как артефакты театра безопасности. Другая ветка — это знаки безопасности, и здесь мы видим дорожные знаки, как то, что картографирует, тоже как бы контролирует город, и при этом знаки также разрабатываются художниками, как визуальные образы, так и, в принципе, знаки — это то, с чем работают художники. Вот. Здесь тоже в качестве иллюстрации мы видим разные стрит-арт. Это такой классический стрит-арт, это стрит-арт Сан-Паулу, тоже с такой системой знаков, это стрит-арт из Томска, а вот это надписи, которые оставляют люди в местах военных действий, в горячих точках, для того, нет, вход запрещен, или живут люди, или вот это вот человечек, для того, чтобы показать, что это жилое пространство, то есть, что здесь живут гражданские, чтобы не было там мародерства или еще чего-то. Вот, то есть тут через слова присутствие, след, появление, видимость, агрессия, мы видим вот эту связь. Тут еще есть слово баррикады, и есть события, когда художники делали баррикады, это 68-й год. Вот здесь вот это Осмоловский и его акция, когда он с картин делал баррикады. Вот. То есть тут вот связь через какое-то право появления. И тут еще много разных есть каких-то свидетельств. Например, вот есть статья про студию военных художников, художники-баталисты, там Евгения Васильева. Есть вот статья про пленэр в Пальмире. И так мы можем перейти к связи между художниками и экологами. Ну, во-первых, пленэр, тоже природа, то, что беспокоит, то, с чем работают художники и экологи. Есть слова натура, есть слово материал. Материал как переработка, то, что перерабатывают художники, вот эта переработка мусора и экологи. Вот. И здесь мы видим разные направления в искусстве, которые работали с ресайклингом, с переработкой материалов. Это Арта Польвера, группа Север-7, это художники, в чьей базе мы сейчас находимся. Вот. И ну, тут, например, в качестве тоже иллюстрации скульптор, который делает из пластика такие штуки. Это одна ветка, то есть через переработку мусора. Ну, понятно, разные тоже направления для экологии, это какая-то основная тема. Другая ветка, которая здесь есть, это активизм и экоактивизм. И здесь мы видим, вот, например, такое чучело, тоже скульптуру, которую сделали экоактивисты в Петербурге, поместили его на зооотвал, сделали ему Инстаграм, то есть это совершили такую художественную интервенцию, но при этом это сделали экоактивисты. Другая иллюстрация, которая здесь есть, это плакаты, которые сделали тоже активисты, но при этом вот эти, например, плакаты, они используют такой художественный язык,
Так что это может быть запросто оказаться где-то на аукционе современного искусства, и при этом тоже работать как какая-то полноценная картина, то есть вот такие текстовое искусство, оно тоже вполне себе маркируется как художественный жест, а здесь уже непосредственно художественная акция, которая сделана экоактивистами. Ну и мы здесь видим слова «защита», «постройки», «декорации», «демонстрации», «след», как то, с чем работают художники, военные, экологи. Ну, тут еще есть тоже про театр устойчивого развития, как то, что используют корпорации для представления экологического сознания. Вот. Но интересны вот эти лингвистические пересечения, след у художников, последствия у экологов, расследования, следователей у военных. Вот. Тут мы можем перейти к связи военные экологи. Вот, например, можно опять же отметить какие-то лингвистические пересечения, например, слово «зачистка» или слово «мусора», такое народное. Вот. Но это какие-то частные связи. Есть тоже общая связь. Например, тут представлена статья о 12 способах защиты дачи от воров. И здесь в качестве совета предлагается на зимний период на своей даче оставить где-то мусор на видном месте, так, чтобы воры, которые придут грабить вашу квартиру, вашу дачу, они подумают, что кто-то там живет, и тогда это поможет вам защитить дачу. Ну, то есть вот этот мусор. Здесь есть более сложные технологии присутствия. Это вот, например, предлагается сделать шумовую ловушку для воров. Это из лески, ведра и камней. Это уже совсем сложные технологии. Это реклама на ютубе. Но здесь еще есть вот картинка из «Один дома», где как раз главный герой тоже использовал такой трюк по имитации присутствия людей. А вот это уже технология «Умный дом», то есть это уже сложные технологии присутствия, где есть разные датчики, какие-то там автоматические системы. Вот. А вот в этой статье мы видим уже совсем высокие технологии. Это статья про звук, которую услышали ученые в Антарктиде. И одна из гипотез, которая объясняет этот звук, говорит о том, что это военные генерируют этот звук для того, чтобы показать, что это обитаемая территория. Вот. Ну и, соответственно, через вот эту вот связь, через эти следы, через метки, тут вот есть слово «этология», это наука о поведении животных, и метки, которые животные оставляют для того, чтобы показать свое присутствие. Вот. И через вот эти метки, следы, с которыми работают военные, художники и экологи, мы как раз видим вот эту связь, то, что называется технология присутствия. Вот. Но здесь еще много разных каких-то деталей. Вот, например, есть мина, которая спрятана под деревцем. Есть тоже вот еще другие мимикрии под растения из Вьетнама. Есть какие-то еще статьи, там, картинки, пропаганда и так далее, и так далее. То есть это можно еще изучать. Но в целом вот я вам рассказала всю эту идею. Вот. И дальше можно с этой теорией смотреть остальные объекты. Вся выставка сделана в соответствии с этой идеей. Здесь все материалы, которые есть, они использованы с предыдущих выставок. То есть вот это кураторский текст, который был на выставке про блокаду. Вот это ее тоже афиша. Вот. Тут видео, где имитируется камера наблюдения. Но тут только одна камера, все остальное это рисунки. Вот. И дальше мы можем пройти в демонстрационный зал, где уже есть бетонные блоки, которые сделаны тоже из стен, которые остались в прошлой выставке.